Биографии героев Цитадели. Особые родственные связи Уинстона Барагуса с ограми, которыми он командует в бою, уже принесли ему многое в борьбе за власть. Вэя МакОгр обладает прекрасными командирскими качествами. Если сын графа когда-либо оступится, Вэй будет главным претендентом на трон Кривлода. Гирт научилась всему, что знает от шамана из ее родного города. Все считали, что она займет его место, но ее забрали из города, когда маги Кривлода набирали детей, способных к магии. Гречин не только замечательный лидер, но и вторая мама для своих солдат. И так скажут все, кто следует за ней. Гундула с рождения была сиротой. Ее вырастили в семье графа Барагуса как дочь. Когда она узнала, что он ей не родной отец, пошла в армию, надеясь с честью погибнуть в битве. Этого не случилось, и она стала военачальником, наводящим ужас на врагов. Гоблины редко занимают руководящие посты, но Гурнисон продемонстрировал такие природные способности в баллистике, которые буквально швырнули его на вершину карьеры. 15 лет тому назад люди-мародеры устроили в родной деревушке Десса кровавую резню. Десса был одним из 6 ребятишек, которым удалось спастись. С тех пор он лелеет мечту однажды отплатить людям за это преступление. Будучи старшим сыном герцога Барагуса, Жабаркас уверен, что рано или поздно станет правителем Кривлода. Как и отец, он знает, что нет лучшего способа достичь своих целей, чем завоевание. В прежние времена Зубин был вождем племени и сражался с войсками герцога Барагуса. Когда наступил мир, ему предложили стать командиром в армии Кривлода. Многие годы Йок обучался у магов Бракады, но он чаще читал книги про войну, чем про магию. Граф Кривлода предложил ему офицерскую должность, которая позволяла ему применять его знания на практике. С тех пор, как Килгар победил своего собственного отца, чтобы быть правителем своего клана, он стал самым знаменитым во всем Кривлоде. Многие считают, что он единственный человек, способный победить на фестивале жизни. Крилеон вступил в армию как борец-чемпион. Он был так знаменит, что его фанаты хотели, чтобы именно он вел их в битву. Сначала думали, что это не лучшее решение, но Крилеон доказал, что он прекрасный лидер, особенно среди огров. Став одним из легендарнейших героев Энрота, Крэгхэк заскучал. Великий варвар решил покинуть дом и отправиться на поиски приключений в Эрафию. В царящем в этой стране беспорядке его умениям нашлось достойное применение. Орис не подавала больших надежд в начале своей карьеры мага, но ее неоспоримая способность заучивать заклинания, раз услышав их, возмещает некоторый недостаток мастерства. Люди верят, что Саурук когда-то изучал алхимию, чтобы стать богатым. Хотя он в этом не преуспел, его знания придают ему большой вес в армии Кривлода. Терек несколько лет работал силачом в цирке Солнца, предлагая зрителям посоревноваться, кто дальше бросит огромный камень. Однажды он проиграл, и его выгнали из цирка, но тот, кто его победил, предложил ему место в армии Кривлода. Тераксор начинал капитаном наездников на волках. В конце концов он вошел в ряды героев Кривлода, когда смог отразить нападение теталийцев на границе двух стран. Шива – младшая из 6 дочерей в семье циркового дрессировщика. Не вдохновленная перспективой провести остаток своей жизни дрессируя зверей, она ушла из цирка, чтобы стать наемником в армии Кривлода. В этом деле она преуспела.